Всем привет, с вами Дэн, и сегодня баттл, который, наверное, будет самым жестким на канале за последние годы, потому что два претендента, два бренда, которые являются лидерами на Алиэкспресс в плане цена-качество, это, конечно же, Сан Мартин и Проксима. И я считаю, что это, наверное, лучшие два бренда, которые вы можете взять на Али. Понятно, там есть и премиум, но если говорить о тех часах, которые стоят адекватных денег и предлагают шикарное качество, это, конечно, вот эти два бренда. Короче, Сан Мартин SN0129, сейка NH35 внутри, суперлюминова швейцарская, 316L по корпусу, по браслету, сапфировое стекло, 100 метров защита, примерно 250 баксов они стоят. И Proxima PX1721, а Сан Мартин SN0129. Proxima у нас с авантюрином на циферблате, это камень, да, 5-5000 механизм, 316L сталь по корпусу и по браслету, сапфир, безель тоже сапфир, суперлюминова, 200 метров защиты, и цена тоже примерно где-то 230-250 долларов, ну, понимаете, там всякие скидосики и так далее, на Алиэкспресс бывает. Короче, претенденты достаточно равные. Это немножко разные модели, потому что здесь явно выраженный такой дайверский стиль, здесь более универсальный. Но, тем не менее, они очень похожи. И самое главное, мы сегодня говорим не про эти две конкретные модели, а может быть даже в целом про эти два конкретных бренда. И если говорить про бренды, ну, здесь очень сложно. Давайте откровенно. Если мы говорим в глобальных каких-то мировых масштабах, то, конечно, ни Сан Мартин, ни Proxima это не бренды, которые хорошо узнаваемы. Но, с другой стороны, среди любителей микробрендов они уже неплохо известны. И если мы говорим, опять же, среди вот микробрендов, кто больше известен, то, пожалуй, все-таки Сан Мартин на один бальчик да повыше. 6,5. По дизайну. Ну, здесь есть элементы заимствования и у Сан Мартина, и у Proxima. Это касается в первую очередь корпусов. Поэтому сложно здесь что-то ценить, что-то отмечать. Чуть более свой дизайн у Сан Мартина, чуть больше заимствований, наверное, у Proxima. Но я решил здесь не геморроиться и поставить по 7 баллов каждому. Хотя, наверное, здесь у Сан Мартина да на полбалла должно быть повыше. Качество циферблата. 8,8. Ну, здесь трудно придраться ни к Proxima, ни к Сан Мартину. Если вы смотрели внимательно оба ролика, качество потрясающее и у одного, и у другого производителя. Поэтому 8,8. О чем тут говорить? Корпус 10-10. Ну, корпуса это лучшие, да, лучшие корпуса среди микробрендов на Алиэкспресс. У Сан Мартина и у Proxima здесь конкурентов нет, особенно в эту ценовую категорию, поэтому 10-10. Вау-фактор. Ну, здесь этими часами, конечно, мало кого можно удивить, потому что и не самые популярные известные бренды, и достаточно много элементов заимствования, поэтому по 5 баллов, я думаю, вполне себе адекватно будет. Механизм. Ну, слушайте, по механизму, конечно, сложно. Потому что, во-первых, конечно, да, 5-5 тысяч у Proxima. Вроде бы это клон Яташки, и, кстати говоря, там можно Селиту выбрать, если вы хотите, но она будет стоить дороже. С другой стороны, все-таки клон Яташки, да, а у Сан Мартина есть сейка, но с другой стороны, это вроде бы один из самых доступных механизмов. Я на самом деле думаю так, что если бы, конечно, поставили в Сан Мартин или в Proxima Miyota 9015, это был бы просто разрыв, и до свидания вся Швейцария и там почти вся Япония. Но как есть, так есть, я поэтому ставлю по 5, потому что ну, не отдал бы я преимущество ни сейке, наверное, ни 5-5 тысяч, по крайней мере, на момент записи этого видоса. Решил еще добавить браслет, да, потому что, ну, это важно, и обе модели на браслетах. И долго думал, долго сравнивал, но, пожалуй, все-таки браслет у Сан Мартин будет получше, поэтому 7 баллов. Все-таки новая генерация браслета какая-то невероятная у Сан Мартина. Да, здесь чуть попроще стало, по крайней мере, в этом браслете, подстройка длины дополнительной, потому что у Proxima есть вот эта кнопочка Push, ей все-таки чуть поудобнее делать, но плюс-минус одинаковые браслеты. Все-таки у Сан Мартин за счет отделки на 1 балл больше. Качество в целом по 8 баллов, мне кажется, это потрясающие модели, что одна, что вторая. Качество здесь очень-очень-очень высокое. Цена, ну, 9-10. Все-таки Proxima дает авантюрин, дает еще сапфир на безеле, и в целом здесь еще и безель есть, и они плюс-минус даже чуть подешевле, чем Сан Мартин, поэтому 9-10, ну и как вы понимаете, итоговая оценка 65-64 в пользу
Сан-Мартин небольшое, прям минимальное преимущество, и в принципе оно достаточно, может быть, даже и спорное. Так что, знаете, если я год назад говорил о том, что у Proxima шикарные корпусы и браслеты, ну, как бы не соответствуют им, то сейчас браслеты они подтянули, и это уже круто. А Сан-Мартин допиливал свои браслеты и начал больше предлагать собственных дизайнов за последние 1,5 года, поэтому здесь тоже круто. В общем, все-таки, наверное, чуточку лучше, да, и как раз-таки Battle показал, что Сан-Мартин чуточку лучше, чем Proxima, но в целом, конечно, эти бренды достойны друг друга, и они, конечно же, просто бомбические, просто потрясающие. Пишите, какой еще батл сделать, вы про этот батл писали, чтобы я его сделал, я вот наконец руки дошли. Короче, пишите, что еще сравнить, что еще показать на этом. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.